Silent Hill. Одна из самых известных хоррор-франшиз в мире и одна из любимых лично мной. Первая часть была игрой моего детства, которая пугала меня настолько сильно, что по ночам мне снились кошмары, и пройти ее полностью мне было не по силам даже с печатным прохождением. Полностью пройти ее от начала до конца я смог только несколько лет назад, и с тех пор даже научился пробегать ее менее чем за час. Эта игра положила начало для всей серии, а также бесчисленному количеству хорроров, которые в той или иной мере цитируют, вдохновляются или отдают ей дань уважения до сих пор. Silent Hill 2 возвысил планку психологического хоррора настолько высоко, что и по сей день считается одним из лучших в жанре, несмотря на то, что вышел уже больше 20 лет назад. Он затрагивал очень близкие для людей темы, превращая их в кошмары, бесконечно терзающие души персонажей, застрявших в этом искаженном подобии чистилища. Вторая часть вышла самобытной и была только косвенно связана с предыдущей, и судьба Гарри Мейсона и его приемной дочери Шерил оставалась неизвестной. Но это изменилось в 2003 году, когда вышел полноценный сиквел, продолжающий историю оригинальной игры и рассказывающий о событиях спустя 17 лет. Перед тем, как мы приступим, должен сказать, что это видео будет не таким, как предыдущие, и мы здесь не будем рассматривать саму игру и сюжет. Это и без меня уже сделало огромное количество людей, так что я не вижу в этом особого смысла. Мы же сконцентрируемся на том, какие чувства, эмоции и глубоко зарытые страхи она вызывает лично у меня, и, возможно, у вас тоже. Понимаете, игры серии Silent Hill по умолчанию считаются страшными, ведь это хорроры, и у людей не возникает никаких вопросов, как это, например, бывает с Resident Evil. Я лично считаю, что игре не обязательно пугать каждого человека на планете, чтобы считаться хоррором. Это определение скорее нужно для обобщения и классификации того или иного медиа, основанного на попытке напугать, вызвать отвращение или шокировать зрителя. Страх субъективен. И многие вещи, которые пугают одного человека, могут не произвести никакого впечатления на другого. Но я думаю, что и те, и другие сойдутся во мнении, что в Silent Hill есть много действительно страшных, отвратительных и тревожных вещей, и каждый найдет в них топливо для кошмаров по вкусу. А все потому, что игры этой серии являются именно психологическими хоррорами, которые скорее пугают не вымышленными монстрами, а более реалистичными ситуациями, в которых оказываются персонажи, и действиями, которые им приходится совершать, при этом нарушая психологическую защищенность и спокойствие самого зрителя. Но несмотря на вышесказанное, стоит сказать, что монстры в Silent Hill тоже порой могут неплохо так заставить поволноваться, особенно если знать, что они символизируют. Хоть первый Silent Hill и является игрой моего детства и, возможно, причиной парочки детских травм, в плане устройства мира, лора и рассказа истории она заметно уступает остальным играм серии, и по понятным на то причинам. Silent Hill 3 – моя любимая часть серии, что относительно непопулярное мнение в комьюнити, и я знаю, что большинство фанатов считает лучшей вторую часть, но она не резонирует со мной так, как это делает третья. Естественно, я могу по достоинству оценить историю Джеймса и Silent Hill 2, которая поднимает очень грустные темы, вроде смертельной болезни любимого человека, жизнь с виной и болью утраты, а также сексуальную неудовлетворенность главного героя, которая искажается и воплощается в реальность, созданную Silent Hill. Это очень хороший концепт, и мне он нравится с художественной точки зрения. Но так как у меня никогда не было серьезных отношений, и я никогда не любил по-настоящему, эта тема для меня не очень-то близка. В то время как Silent Hill 3, как бы это странно ни звучало, затрагивает более близкие для меня темы. И многие страхи, которые переживает главная героиня, мне очень знакомы. Хотя, наверное, даже не мне, а девочке-подростку, живущей внутри меня, которой нравится Life is Strange, отчаянные домохозяйки и певица Аврора. Главная героиня Хизер – одинокая девочка-тинейджер, которая пытается найти себя в этом ужасном мире, полном несправедливости, насилия и лжи. И это мне напоминает о моих рассуждениях в ее годы, когда я, слушая металкор, пил пепси, будто это виски, и думал о жестокости и двуличности людей. Хоть я сейчас в 2 раза старше, чем был тогда, во многом смотрю на вещи похожим образом, и вообще не понимаю, как стать тем самым взрослым человеком, которым все вокруг хотят меня видеть.
Но я думаю, что мы не просто вдруг резко взрослеем, а на это влияют определенные события в нашей жизни, которые могут как наступить внезапно и не оставить другого выбора, так и подвести к себе постепенно. Такие события накладывают ответственность не только за себя, но и за других людей, и учат строить свою собственную жизнь в попытках понять, кто мы и какова наша цель. Но что произойдет, когда ты достигнешь цели? Когда пройдет момент радости от пожинания плодов, которые так долго растил? Даст ли это новую надежду? Или же наоборот оставит лишь пустоту, которую больше ничем не заполнить? На эти размышления меня снова натолкнул Silent Hill 3. Потому что я воспринимаю игры слишком серьезно. Такой же я человек. Хизер Мейсон как персонаж многим может показаться довольно пустой и безэмоциональной в моменты, которые должны были вызвать большой всплеск чувств, и ее постоянно меняющееся настроение и поведение делает ее довольно сложной для полного понимания. Но главная идея в том, что она подросток, которая, как и все люди, реагирует на разные ситуации по-своему. Ей приходится жить с посттравматическим синдромом и расстройством личности после пережитого кошмара 17 лет назад, а также испытывать одиночество, неопределенность, потерянность и постоянную тревогу, будто вот-вот произойдет что-то ужасное. И некоторые из перечисленного наверняка окажутся вам знакомым, так же, как и мне. Кошмарная реальность Silent Hill напрямую отражает состояние человека, который в нее попадает. Все страхи и переживания выходят наружу. Все потаенные желания воплощаются в жизнь, при этом извращаясь до неузнаваемости. Это место эксплуатирует фобии, расстройства психики и ментальные проблемы. И Хизер, как и многие из нас, само собой подвержены этим явлениям. С самого детства обрывки воспоминаний из жизни Алессы возникали в ее голове, постепенно наводя ее на вопрос, кто она и какова ее роль во всем этом. И каждый раз, вглядываясь в свое отражение в зеркале, ее не покидало ощущение, что по ту сторону находится другой мир, и человек, который пристально следит за ней с той стороны – двойник. Зеркала еще с давних времен были частью оккультных обрядов, легенд и традиций. Многие считали, что зеркала являются порталами в загробный мир. Даже кровавая Мэри, больше известная у нас как Пиковая Дама, использовала зеркала, чтобы добраться до своих жертв, а в поверьях многих стран есть обычай закрывать зеркала, чтобы души умерших не оказались в них заточены. И в Silent Hill 3 зеркалам тоже отведена довольно важная роль. Думаю, многие и сами поняли, что они символизируют раздвоение души Алессы и Шерил. Но если абстрагироваться от этого символизма, то что приходит вам на ум при взгляде на себя в зеркало? Лично у меня собственное отражение вызывает смущение, грусть и неуверенность в себе. Иногда у меня даже возникает ощущение, будто за мной наблюдают, и опасение, что однажды двойник в зеркале перестанет повторять мои действия и просто замрет. И Хизер испытывает очень похожие чувства. Поскольку главной темой игры является перерождение, в ней есть пара-тройка действительно тревожных вещей, связанных с беременностью и рождением. В начале игры можно постучать в кабинку в туалете и услышать стук в ответ. Но если прийти сюда в другой реальности, кабинка будет открыта, а внутри все будет забрызгано кровью. И пускай эта картина сама по себе не из приятных, она наводит на определенные мысли. Это напоминает мне сцены из школьных туалетов в фильмах, где девочки-подростки сплетничают и обсуждают всякие женские вещи. Одной из таких вещей является менструация. И мне кажется, что это как раз то, что создатели хотели здесь показать. Этот процесс служит индикатором взросления молодых девушек и, скорее всего, намекает на зрелость Хизер и ее готовность родить новую итерацию Бога. Ну или, возможно, эта сцена символизирует мучительные роды, которые ее ждут в случае завершения ритуала перерождения. На протяжении всей игры можно заметить, как с ростом эмбриона внутри Хизер ее боль воздействует на внешний мир. И чем ближе вы продвигаетесь к концу, тем сильнее изменяется реальность, обрастая узорами, похожими на плоть, а конкретно на утробу с пульсирующей в ней жизнью. До недавнего времени я даже не задумывался о том, какую роль играет метро в Silent Hill 3. Многие люди испытывают метрофобию, то есть боязнь метро. В большинстве случаев она вызвана ощущением дискомфорта при спуске под землю, боязнью замкнутых пространств во время проезда по темным тоннелям или нахождения в набитом людьми вагоне.
Те немногие разы, что мне приходилось бывать в метро, были для меня в новинку и оказывались по большей части приятным опытом. Но даже несмотря на это, я все равно ощущал гнетущую толщу земли над головой и волнение во время долгого спуска на эскалаторе. Когда я вспоминаю, как в детстве с отцом ездил в Киев, я отчетливо помню, как он рассказал мне об опасности, связанной с рельсами метро. И с тех пор я всегда избегаю края платформы, ведь слишком легко допустить ошибку, которая может стоить тебе жизни. Наверное, для людей, живущих в больших городах, метро является повседневностью, рутиной при перемещении от одной точки к другой. И с течением времени довольно легко забыть, что под тобой все это время находятся километры путей под высоким напряжением и бездушная машина, которая никогда не почувствует сожаления, отняв чью-то жизнь. Хоть метро в Сайлент-Хилл и достаточно жуткое само по себе, благодаря его темным бесконечным тоннелям, одинаковым дверям и лестницам, в которых очень легко заблудиться, главный страх, как по мне, заключается даже не в этом. Хизер боится железнодорожных путей, о чем мы узнаем еще в самом начале игры, где во сне ее сбивает вагонетка на американских горках. И этот страх усиливается, когда метро становится частью ее кошмара по дороге домой. По пути к одной из платформ можно найти журнал, в котором говорится, что души тех, кто скончался в результате самоубийства или несчастного случая, не осознают, что мертвы, и блуждают на месте своей смерти. Они теряют свои человеческие чувства и воспоминания и обречены бесконечно переживать боль и печаль момента своей гибели. И эта боль может стать настолько сильной, что они начинают завидовать живым и могут вселяться в людей, подталкивая на разные поступки. Зачастую это происходит в местах самоубийств или частых несчастных случаев. По всему миру жертвы метрополитена пополняют статистику несчастных случаев, и довольно часто они оказываются именно самоубийствами. И очевидно, что Хизер боится однажды пополнить эту статистику еще одной единицей, даже если и не по своей воле. Но если отбросить в сторону потусторонние силы и опасности, связанные с самим устройством метро, никто не отменяет человеческий фактор. Именно метро очень часто становится злачным местом для преступников, бездомных и сумасшедших, от которых можно ждать чего угодно. К сожалению, ограбления, похищения, преследования, сексуализированное физическое насилие случаются регулярно, показывая, насколько опасными могут быть люди друг для друга. И многим приходится носить с собой средства для самозащиты, вроде шокеров или газовых баллончиков, а в некоторых случаях и ножи. Лично я с самого детства боялся темноты, а когда немного подрос и начал гулять до позднего вечера, боялся возвращаться домой по темным улицам и дворам. Но этот страх вполне объясним, ведь никогда не знаешь, кого можно встретить в такую пору и что у них может быть на уме. Это реальная ощутимая боязнь, которая заставляла меня каждый раз ускорять шаг и надеяться, что я никого не встречу по пути домой. Я даже не могу представить, что чувствуют в такие моменты женщины, которым родители рассказывают об этих опасностях еще с раннего возраста. Гарри Мейсон, отец Хизер, чтобы хоть как-то уберечь дочь, дал ей шокер, но она обычно не носит его с собой, потому что он слишком громоздкий. В то время как складной нож она носит с собой всегда, потому что ей просто нравится ходить с ним, хоть она и признает, что это звучит ужасно. Гарри уже довелось пристрелить одного из участников культа, когда они еще жили в Портленде 12 лет назад. Суд посчитал это самозащитой, и дело было закрыто, после чего Гарри и Шерил сразу переехали, и в новом месте ее стали называть Хизер. После того случая она явно поняла, что ей есть чего бояться, и что такое может повториться снова. Отсюда у нее наверняка и появился страх преследования. Может быть, члены культа придут за ней сегодня, может завтра, а может через месяц или год. Они могут появиться в любой момент или не прийти вовсе. В постоянном ожидании опасности у Хизер выработалась мания преследования, которую в свою очередь начал использовать против нее Silent Hill. В психиатрической лечебнице Брукхевен Хизер находит дневники Стэнли Колмана, пациента, страдающего навязчивым любовным расстройством, также называемым синдромом Адель-Гюго. Синдром Адель – это психическое расстройство, которое заключается в безответной любовной зависимости и сопровождается длительной любовной одержимостью. Люди с этим недугом испытывают сильное влечение к объекту своей страсти, и это может быть как живой человек, так и неодушевленный предмет.
Человек с запущенным синдромом Адель выдает желаемое за действительное, убеждая себя в наличии ответных чувств от объекта зависимости и старается добиться его внимания любой ценой. А получив отказ, может прибегнуть к психологическому давлению и угрозам навредить себе или покончить с собой. Все это также сопровождается сильной навязчивостью, преследованием и фетишизацией по отношению к объекту страсти. Не совсем понятно, кем на самом деле является Стэнли Колман, и нам даже неизвестно, как он выглядит, так как Хизер его никогда не встречает лично. Что, наверное, даже более жутко, потому что он так и остается безликим призраком, заточенным в этом ужасном месте, пристально следящим за каждым ее шагом. Честно говоря, мне в каком-то смысле даже жаль Стэнли, ведь болезнь эта развилась не по его вине, но из-за нее он обречен на страдания, непринятие общества и невозможность найти общий язык даже с другими пациентами лечебницы, что привело его к одиночеству и изоляции. Он упоминает дорогу в рай и организацию под названием Орден, которая играет ключевую роль во вселенной Сайлент Хилла, и говорит, что они упрятали его в лечебницу, чтобы подавить волю. Это лишь мое личное предположение, но так как Орден также владеет сиротским приютом под названием Дом Надежды, про который здесь же в лечебнице можно найти статью, а причиной развития синдрома Адель является недополучение родительской любви или ответная реакция на строгое воспитание, возможно, Стэнли вырос в этом приюте, где ему, как и другим детям, промывали мозги члены Ордена. В своих записях он явно дает понять, что пристально следит за Хизер на протяжении ее пребывания в больнице. По всей видимости, Стэнли влюбился с первого взгляда и внушил себе, что она пришла, чтобы спасти его из заточения, и в знак признательности подарил ей куклу, которая вызвала у нее лишь отвращение. Но он настойчиво подсовывал ее снова и снова, пока не сорвался и не сломал ее. Так и не получив никакого ответа, Стэнли вынужден сдаться, потому что за ним приходит Леонард Вулф, который, по мнению человека, с которым Хизер говорит по телефону, является убийцей. Этот человек также говорит, что Стэнли теперь находится под землей, и зовут его номер 7. Если в морге подойти к трупу, помеченному семеркой, то, прислушавшись, можно услышать, как он пытается что-то сказать. Возможно, даже после смерти, наконец встретив ее, он пытался рассказать Хизер о своих чувствах. Полное игнорирование и непонимание чувств объекта своей одержимости будто бы обезличивает Хизер в глазах Стэнли, и у него остается лишь тот идеальный образ, который он для себя создал. Ему даже не приходит на ум, что, возможно, она так никогда и не ответит ему взаимностью. Но не поймите меня неправильно. Хоть я и сказал, что мне немного жаль Стэнли, подобные ситуации ужасны, если перенести их в реальный мир, и никто не должен становиться жертвой подобных отношений. Я не могу даже представить, что чувствуют женщины, оказавшись в подобных ситуациях, когда какой-нибудь странный тип все время следит за вами, дарит странные подарки, навязчиво пристает и проявляет ненужное внимание, при этом питая иллюзии о том, что его чувства взаимны. Такие люди просто не знают слова «нет» и готовы пойти на все в погоне за своим объектом обожания, даже на угрозы, насилие и попытки покончить с собой. Но все же, для меня лично самым большим страхом в жизни является полное одиночество. У вас на этом месте может быть что-то другое, но мне кажется, что оказаться одному в этом мире, без родных, друзей и даже знакомых, участь пострашнее смерти. Человечество с развитием технологий, призванных сделать нас ближе, наоборот, отдалилось друг от друга. И по многим причинам многие из нас оказались в своего рода изоляции от внешнего мира. Все мы в какой-то мере эгоцентричны и пытаемся оградить себя со всех сторон близкими людьми или значимыми вещами, в надежде создать свою собственную зону комфорта. Но если отобрать у нас то, за что мы держимся изо дня в день, то что останется? Мне даже представить страшно то, какой может быть жизнь без близких мне людей. И одна лишь мысль о том, что я могу их потерять, вызывает у меня экзистенциальный ужас. Гарри Мейсон, приемный отец Хизер, единственный родной для нее человек во всем мире. После смерти жены он растил дочь один, и они стали очень близки. Все это время он скрывал правду о ее происхождении, чтобы уберечь и дать Хизер нормальную жизнь. Жизнь без религиозных культов, борьбы за выживание и ужасов за гранью человеческого понимания.
Для того, чтобы наполнить ее сердце гневом, Клаудия убивает Гарри прямо перед приходом Хизер домой, тем самым отобрав у нее все, что у нее было. Ведь без отца квартира, в которой они жили, вещи, которые принадлежали ему и которые он ей покупал, больше не имеют значения. Хизер остается совсем одна в чужом мире, который не принимает ее, как бы она ни пыталась. Но Хизер не единственный персонаж игры, который испытывает чувство одиночества. Детектив Дуглас Картланд, который становится для нее своего рода фигурой отца, тоже является одинокой, потерянной душой, которую тянет к себе Сайлент Хилл. У него не осталось родных, и некому будет плакать на его могиле. Во время службы в полиции он пристрелил человека, о чем явно сожалеет и носит этот тяжкий груз в душе по сей день. Бывшая жена Дугласа скончалась спустя какое-то время после развода с ним, а его сына застрелили при попытке ограбить банк. Вполне вероятно, что это сделал сам Дуглас, хотя это лишь моя личная догадка, и подтверждения этой теории нигде не найти. При разговоре в мотеле он и сам признает, что боится остаться один, ссылаясь при этом на ужасные вещи, что творятся вокруг. Но очевидно, что это просто удобная отмазка, чтобы не показывать своих истинных чувств. Но так или иначе, желание помочь Хизер становится целью его жизни, потому что он чувствует свою вину в случившемся с ее отцом. Ведь по сути это его расследование привело Клаудию к ним в дом. Желание отомстить за отца движет Хизер на протяжении всей игры и заставляет заходить все глубже в темную реальность Сайлент Хилла, преодолевая все препятствия, возникающие на пути. В отчаянии люди готовы совершать любые поступки для достижения цели, которая является единственной нитью, что держит их в этом мире. Избавившись от Клаудии и победив новую реинкарнацию Бога, к Хизер приходит осознание, что ее цель достигнута и что больше в ее жизни ничего не осталось. Только в этот момент она дает волю чувствам и оплакивает потерю отца. Даже после смерти он смог защитить свою дочь от ужасной участи, благодаря кулону с капсулой Глоуфотиса внутри, которую он ей когда-то подарил. Гарри Мейсон не был святым человеком, у него тоже были скелеты в шкафу. Какое-то время Гарри не мог смириться с потерей Шерил, той самой Шерил, которую они с женой нашли на обочине дороги 24 года назад, и которая, воссоединившись с Олессой, переродилась в новорожденного ребенка. Назвав новую дочь тем же именем, он думал о ней как о замене своей ушедшей дочери. В своем дневнике он рассказывает, как ненавидел маленькую Хизер, винив ее в том, что Шерил больше нет, и как он несколько раз обхватывал руками ее маленькую шею с мыслями избавиться от нее. Он даже думал бросить ее, но то, как она смотрела на него, как смеялась, не дало ему этого сделать. Он решил растить ее как родную дочь, действительно любил ее, хотя и не мог забыть о той самой Шерил. Но так или иначе, Хизер теперь предстоит понять, что делать дальше, когда она положила конец кошмару, преследовавшему ее с самого рождения. Воссоединившись с Олессой и обретя все воспоминания из прошлых жизней, она наконец стала самой собой, и теперь ее дальнейшая жизнь зависит только от нее самой. Интересный факт. Масахиро Ито подтвердил, что по изначальной задумке в финальной катсцене Хизер оглядывается, потому что слышит плач ребенка, символизирующий очередное перерождение Бога. Но по какой-то причине из финальной версии игры этот звук был вырезан. Возможно, у команды не было планов продолжать эту историю, а такая концовка дала бы намек на продолжение. Так или иначе, я надеюсь, что Шерил смогла найти свое место в этом мире, и где-то там живет тихой, мирной жизнью. Да уж, как вы уже поняли, в этой игре есть много вещей, которые для меня близки. Но я считаю, что нельзя делать видео про Silent Hill, ни слова не сказав про музыку. Silent Hill 3 была первой игрой, при создании саундтрека которой прибегли к использованию вокала, и на мой взгляд это добавило дополнительной глубины. Да, инструментальные треки дают больше пространства для собственной интерпретации и заставляют задуматься над своими ощущениями при прослушивании, а вокальные треки будто бы наводят на нужную мысль с помощью текста, но оба варианта отлично работают. В данном случае я сильно полюбил песню «Letter from the Lost Days», которая при каждом прослушивании заставляет меня прослезиться, и я не стесняюсь это признавать, окей?
Это песня о том, как человек, написав письмо будущему себе, читает его спустя 10 лет. Интересно, что бы я из прошлого подумал, увидев себя теперешнего? Был бы он доволен увиденным? Было бы ему меня жаль? Был бы он разочарован, узнав, кем я стал, и что так не оправдал его ожиданий? Кто знает. Но если бы я писал такое письмо для будущего себя сейчас, я бы написал почти те же слова, что и в тексте песни. Привет, будущий я. Если ты вдруг забыл, как улыбаться, помни, что прошлый ты молился о твоем счастье. Пожалуйста, не теряй надежду. Я не знаю, как сложилась наша жизнь. Неважно, как сложно порой бывает. Ты должен понять, что мы существуем не для страданий и слез. Мы созданы для того, чтобы быть счастливыми. Так что будь счастлив ради меня, ради себя. Прошу. Хоть эти слова и звучат слишком сентиментально и слащаво для меня, во время прослушивания мне все же хочется надеяться на лучшее, но в последнее время это все сложнее и сложнее сделать. Но я надеюсь, что будущие мы будут смотреть с уважением на нас за то, что мы прошли через все тяжелые времена и невзгоды на пути к лучшей жизни, которой они живут там, в будущем. Я очень на это надеюсь. Я начинал писать сценарий для этого видео еще параллельно с предыдущим, но, как оказалось, делать разборы игр для меня куда проще, чем анализировать собственные чувства, излагая их в текстовой форме. Надеюсь, это видео было интересным и, может быть, помогло вам осознать какие-то вещи о себе или взглянуть на игру немного с другой стороны. И в следующий раз, когда вы будете перепроходить ее, или, возможно, проходить впервые, обратите внимание на то, о чем мы тут говорили. Как и всегда, перед тем, как делать видео, я прохожу игры на стримах на Твиче, так что заходите поздороваться. Также у нас есть сервер в Дискорде с маленьким, но уютным комьюнити. Отдельное спасибо тем, кто поддерживает канал материально. И если вы тоже хотели бы в этом поучаствовать, ссылку на Donation сервис можно найти в описании, так же, как и все остальные. Спасибо, что выслушали. Мирного неба вам над головой, и увидимся в следующий раз.